Привет! В этом видео я расскажу об основных функциях пульта для кондиционера, как они называются, эти кнопки на пульте и что они обозначают. Сразу скажу, что мы не будем рассматривать то, как настраивать таймер на пульте кондиционера, потому что этой функцией не нужно пользоваться, забудьте о ней, поэтому не тратьте свое время, если вы ищете именно эту функцию. Мы знаем, что у вас мало времени, мы вас это ценим, и поэтому погнали! Итак, первая, самая главная кнопка — это On-Off. Обычно она выделена на любом пульте другим цветом. Желтым, синим, красным, каким угодно. Она отличается, либо она какая-то большая. Включили кондиционер, включили. Жалюзи открываются, загорается индикация. Если он не реагирует, то, скорее всего, он обесточен. Включите его в розетку или включите автомат в вашем щите. Следующая функция — Mode. Mode — это выбор режимов кондиционера. Обычно у всех кондиционеров 4 режима. Тепло, холод, вентилятор и осушение. Режим холод обозначается кнопочкой индикацией Cool, вот как сейчас написано, либо снежинкой. Разные производители по-разному обозначают. И если вы хотите холод, то выбирайте именно режим Cool. Не пользуйтесь режимом авто, потому что авто — это как в машине климат-контроль, только очень плохой. Короче, забудьте про режим авто, потому что в режиме авто кондиционер переключается между режимом холод, вентилятор, тепло. Такая получается катавасия. Если выбираете холод, то он хуже холодит, чем в режиме cool. Если вы выбираете тепло, то он хуже греет, чем в режиме hot. Поэтому выбирайте тепло или холод. Итак, мы подобрались к следующему режиму. Кнопочка называется hot. Или еще солнышко. На разных производителях по-разному. Это режим тепла. Когда вы нажимаете на кондиционер в режим тепла, то он замирает. Не пугайтесь, так и должно быть. То есть вы нажали на кондиционер, он такой раз открыл жалюзи, и он молчит. Белка не крутится, ветерок не дует, и вы не понимаете, что случилось. Дело в том, что у всех современных кондиционеров функция HUD выглядит следующим образом. Он включается на предпрогрев. Для того, чтобы не было такого, что он дует сначала холодным, потом чуть тепленьким, потом еще теплее, и потом тем, который вы задали на пульте. Поэтому он сначала замирает. Минут может до 10 прогреваться, где-то 5, где-то 7, где-то 10, но обычно это достаточно долго, нельзя не заметить. И потом он такой раз и включился теплом, поэтому имейте в виду, это не поломка, не неисправность. Поехали дальше. Кнопка Fan. Fan — это по-английски вентилятор, ну и соответственно мы делаем вывод, что кнопка Fan регулирует скорость вентилятора. И, соответственно, чем меньше скорость, тем тише. Чем больше скорость, тем громче. Но я вам хочу сказать с технической точки зрения, чем больше скорость у вентилятора, сейчас мы сделаем на максимум, тем кондиционеру проще работать. Вы как бы помогаете ему справляться со своей задачей. В режиме максимального вентилятора кондиционер прослужит дольше. Просто примите это как факт. Не знаю, ну сколько дольше, может на день, может на 10 лет. Но дольше ему проще, это по-любому. Следующая кнопка, которая очень важная, все спрашивают, как это делать, это кнопка Swing. Не свингеры, Swing. Свинг — это управление жалюзи. Обычно у кондиционеров жалюзи — это вот эта шторка, которая регулируется, а то некоторые говорят, что за жалюзи. У кнопки Swing обычно 2 режима, тоже у разных производителей по-разному. Показываю рукой. Вы нажимаете на кнопку Swing, чик, и как здесь, кстати, видите, и жалюзи поехала. Она бесконечно двигается вверх-вниз, вверх-вниз. И повторное нажатие этой кнопки фиксирует эту жалюзи в том положении, в котором она была на момент нажатия. То есть вы первый раз нажали, она двигается, двигается, двигается. Второй раз вы нажали, она застыла. Потом еще раз нажмете, она опять будет двигаться. Еще раз нажмете, она застынет. Не оставляйте кондиционер в режиме вот этого качения бесконечного, потому что от этого ломается моторчик этой самой жалюзи, и она у вас в один момент просто остановится навсегда. Второй режим Swing у других производителей, это меняет как бы позиционное положение, то есть вот у нас вот так жалюзи, вы нажали, но раз поменялось, нажали, поменялось, нажали, поменялось, нажали, поменялось, нажали,
опять поменялась, и вот так вот она просто меняет положение. Последняя функция, которую мы разберем, это функция LED. Еще на некоторых кондиционерах ее пишут как дисплей. На данном кондиционере у нас LED. Смотрите, что она делает. Некоторых людей очень сильно раздражает, когда они ночью спят, зашторили шторку за шторку. Все темно, все прикольно. Ну какая-то лампочка, блин, горит. Так вот, эта кнопка LED, смотрите, выключим верхний свет, она гасит индикацию на кондиционере. Видели, потухло? Еще раз, LED. Потом зажигает, гасит и потухает. То есть пользуйтесь. Кнопка Temp, это, наверное, сокращение от слова температура. Ну, догадались, да, наверное. Поэтому обычно две стрелочки вверх-вниз, это регулировка температуры. Смотрите, если вы ставите на минимум температуру, сколько там, 16-17 разные кондиционеры ставятся, у вас кондиционер начинает работать на максимум своего ресурса, он такой прям, ну, торопится, ему прям тяжело. И от этого тоже ресурс кондиционера снижается. Ставьте лучше градусов на 20-21, это тоже холодно. Простудитесь до соплей, до кашля, даже на 21. Но компрессору кондиционера, который находится на улице, будет гораздо проще работать. Вы продлите ему таким образом жизнь, включая на 21 и на третью скорость вентилятора. В принципе, это все кнопки, которые есть на всех кондиционерах у всех производителей. Также есть кнопки обычно Sleep и Turbo. Что они обозначают? Sleep это типа ночной режим, а Turbo это типа турбо, там, типа на максимум. Это просто дублирующие функции. Я не могу понять, зачем их размещают на пультах. Сделайте лучше меньше кнопок. Что значит турбо? Это то же самое, что если вы включите кондиционер на третью максимальную скорость, или там на пятую, смотря сколько у вас скоростей на кондиционере, и на минимум температуры. Это будет турбо. А здесь это можно, то есть это можно сделать, нажав две кнопки, там 3 раза, или один раз турбо нажать. Sleep это типа режим сна. Это все то же самое, это дублирующая функция, то есть можно руками несколько раз, нажимая на фан, перевести ее на первую скорость. Вот видите, тихо стало. А можно было один раз нажать Sleep или 2 раза фан. Ну, в общем, я не пользуюсь никогда функцией Sleep и Turbo и не пользуюсь никогда функцией авто. И совсем забыл, что такое функция вентилятора и функция... Вентилятор это на моде, когда нажимаете режимы, это фан. То есть это когда кондиционер работает просто как вентилятор. Он не греет, не холодит, наружный блок не включается, он практически не потребляет электроэнергию. Можете хоть в понедельник 1 числа включить и 30-го его выключить, этот вентилятор вам даже электроэнергию не нажжет. Я иногда пользуюсь, когда на улице еще нет жары, вроде хочется, чтобы как-то обдувало. И режим dry, осушение. Осушение, что такое? Никто даже не знает, что это за режим и как им пользоваться. Вот если у вас работает кондиционер, а вот здесь вы натянете лямку и начнете сушить штаны с рубашкой, то они у вас высохнут быстрее. Он осушает. Но иногда не очень комфортно в этом режиме находиться, потому что настолько осушает, что даже глаза сушит. И ты такой, начинаешь моргать, потому что он роговицу, высушил. Настолько сухое помещение. Я не люблю это состояние. Этим режимом тоже, обычно не пользуюсь. Но он в этом режиме как бы дует и чуть-чуть холодит. Прям вот самую малость. Прям не заметите, что он холодит, но он холодит. Вот, обо всем рассказал. Пишите свои комментарии. Я уверен, вам это было полезно. Ставьте лайки, делитесь своей бабушке, маме, коллеге на работе, которые не умеют включить, не знают, как пользоваться. Пересылайте. Пользуйтесь на здоровье. С вами был Бочаров Евгений. Пока.